Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за стремительными изменениями на нашей планете. Сегодня 26 мая, и мы начинаем свежий выпуск природных катаклизмов, аномалий и чрезвычайных событий за прошедшие сутки. Мощное землетрясение магнитудой 6,9 всколыхнуло северную часть Чили. По уточненным данным Национального сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в области Антофагаста. По данным американских сейсмологов, очаг залегал на глубине 109 километров. Эпицентр находился в 29 километрах к востоку от города Калама. Из-за огромной силы отголоски землетрясения докатились до Боливии, Аргентины и даже Бразилии. Как сообщают чилийские медиа, в пострадавших коммунах зафиксированы локальные отключения электричества, камнепады на трассах и паника среди населения. К счастью, большая глубина гипоцентра спасла регион от масштабных разрушений. Служба по предотвращению катастроф «Сенапред» сообщила, что угроза разрушительного цунами для Тихоокеанского побережья нет. На данный момент спасательные службы проводят обследование пострадавших районов. Сообщений о жертвах или критических повреждениях инфраструктуры не поступало. Республика Дагестан столкнулась с новой, третьей по счету, волной масштабных паводков за весну 2026 года. В столице Дагестана, Махачкале, городские магистрали вновь оказались под водой. Мэрия столицы в экстренном порядке полностью закрыла для проезда улицу Бейбулатова, где из-за потоков воды застревал легковой транспорт. Коммунальные службы отчитались, что превентивные работы по расчистке и углублению дна рек Черкес-Узень и Тарнаирка спасли микрорайоны от повторного затопления жилых домов прямо в черте города. Эксперты отмечают, что главными причинами столь стремительного затопления улиц остаются хаотичная городская застройка и засыпанные подземные водоотводы исторических рек Тарнаирка и Талгинка, которые теперь выдавливает наружу. Ливневый фронт парализовал сообщения внутри региона. Из-за мощных селевых потоков, оползней и размыва дорожного полотна в горах полностью заблокировано транспортное сообщение с 16 населенными пунктами в Курахском и Чародинском районах. Специалисты Дагестан-Автодор оценивают состояние трасс как аварийное. Ремонтные работы начнутся только после прекращения дождей. Главный очаг опасности прямо сейчас сместился на север республики. Синоптики выпустили штормовое предупреждение. В районе Каргалинского гидроузла прогнозируется критический пик паводка, который продлится до утра 27 мая. В социальных сетях завирусились кадры, снятые встревоженными туристами на престижном курорте Нуса-Дуа на Бали. На видео заметны крупные темные силуэты и плавники, рассекающие воду недалеко от побережья. Местные службы безопасности подтвердили, что 22 мая патруль действительно зафиксировал в моле крупный объект. Однако, как заявил генеральный менеджер курорта, повода для беспокойства нет. Рыба находилась далеко от берега и не приближалась к купальной зоне. Эксперты предполагают, что это могли быть рифовые акулы. Подобные случаи уже происходили здесь в 2013 и 2019 годах, когда рыбы подплывали к острову вслед за течениями с планктоном. Администрация сообщает, что данный вид акул абсолютно не опасен для человека. Они крайне пугливы и избегают контактов с людьми. В то же время водная полиция Бали и спасатели усилили наблюдение за акваторией вдоль пляжей. В Шыкинском районе Азербайджана устраняют последствия мощного селевого потока, который обрушился на регион вечером 24 мая. Разрушительная стихия ударила по селу Баш-Зейзит после интенсивных дождей и крупного града. Массы воды и грязи хлынули с гор, парализовали местную инфраструктуру и повредили несколько небольших мостов, связывавших между собой кварталы. Местные жители сообщают о частичном отключении электроснабжения, затоплении прибрежных построек и размыве сельскохозяйственных угодий. Селевая волна нарушила дорожное сообщение и в соседних населенных пунктах, повредив мостовой переход к селу Джунут. На данный момент дорожные службы продолжают ликвидацию последствий стихийного бедствия. На расчистку дорог от грязекаменной массы и восстановление разрушенных переправ направлена дорожная техника.
Легкомоторный самолет «Сесна» врезался в парапланеристку в небе над Австрией. Инцидент произошел в районе Пинсгау в Альпах. Пилот совершал обзорный полет и не смог избежать столкновения. В результате инцидента параплан был серьезно поврежден пропеллером самолета. Женщине удалось вовремя раскрыть запасной парашют и избежать падения. Она приземлилась на лесной дороге, где ее подобрал полицейский вертолет. Парапланеристка получила незначительные травмы и самостоятельно обратилась за помощью к медикам. Отмечается, что женщина в момент столкновения не выполняла никаких маневров. В этот момент к ней приблизился самолет. Очевидцы заявляют, что «Сесна» заходила на посадку в сторону аэропорта Цель-Амзе, и пилот попросту не заметил параплан. Авиационные власти начали расследование причин этого инцидента. В Афганистане продолжаются разрушительные штормы и наводнения. По данным властей, за последние 48 часов в разных провинциях страны погибли не менее 28 человек, еще 10 получили ранения. Сильнее всего пострадала провинция Баглан, где в районах возле города Пуле-Хумри селевые потоки и паводки унесли жизни как минимум 11 человек. Около 30 человек пострадали, десятки домов полностью или частично разрушены. Власти предупреждают, что число жертв еще может возрасти. Из-за проливных дождей и наводнений повреждены дороги, сельхозугодья и инфраструктура. Временно были перекрыты важные транспортные маршруты, в том числе перевал Саланг и трасса Тахар-Бадахшан. По данным Афганского управления по чрезвычайным ситуациям, с конца марта жертвами погодных катастроф в стране стали уже не менее 280 человек, еще 355 получили ранения. Тысячи семей остались без жилья и нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Разрушительный шторм с градом обрушился в округе Купвара в союзной территории Джамму и Кашмир. Непогода, сопровождавшаяся шквалистым ветром и сильнейшей грозой, нанесла колоссальный ущерб местным фермерским хозяйствам. Стихия унесла жизнь местного жителя в деревне Чандигам, он погиб от удара молнии. Очевидцы в социальных сетях делятся кадрами, на которых дороги и поля покрыты плотным белым слоем льда толщиной более 5 сантиметров. Вес отдельных градин достигал 100 граммов. Удары стихии приняли на себя более 15 деревень. Для этого региона, где сельское хозяйство является основой экономики, шторм стал настоящей катастрофой. Практически полностью уничтожены яблоневые и ореховые сады, рисовые поля, а также посадки овощей. Пострадавшие фермеры призывают власти предоставить пакеты экстренной финансовой помощи для восстановления уничтоженных хозяйств. Между тем, метеорологический департамент Индии объявил штормовое предупреждение, прогнозируя новые грозы и град в различных районах Кашмира на ближайшие 2 суток. На Филиппинах камеры наружного наблюдения зафиксировали пролет яркого метеора прямо над бушующим вулканом Майон. Первоначально Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что небесное тело рухнуло прямо на северный склон горы. Однако после анализа сейсмических, инфразвуковых и видеоданных ученые сообщили, что болид полностью распался в атмосфере до удара о Землю. Между тем, сам Майон демонстрирует колоссальную активность. Его непрерывное извержение идет уже 142-й день подряд. Исполин регулярно порождает раскаленные лавовые потоки, опаснейшие пирокластические лавины и камнепады. В регионе продолжает действовать 3-й уровень опасности. Власти Филиппин еще раз напоминают, что вход в 6-километровую постоянную зону строго запрещен. На индийском высокогорном курорте Гульмарг завершилась спасательная операция по эвакуации более 300 туристов, застрявших на одной из самых высоких канатных дорог Азии. Из-за технического сбоя одновременно остановились обе секции подъемника, в результате чего 65 кабин с людьми замерли в воздухе на высоте. Ситуация осложнялась резким ухудшением погоды. В горном районе Барамулла начался сильный ливень.
Для спасения людей была развернута экстренная операция. Спасатели добирались до зависших гондол по тросам и спускали испуганных пассажиров на землю с помощью альпинистских веревок и лестниц. Сложнейшая миссия продлилась более 7 часов. Всех туристов удалось благополучно эвакуировать, никто не пострадал. На время расследования причин технического сбоя работа канатной дороги временно приостановлена. В ингушском селе Средние Очелуки Молгобекского района сошел оползень. Затяжные проливные дожди дестабилизировали грунт, вызвав его стремительный сход прямо во дворах частных домовладений. Местные жители бьют тревогу, земля в буквальном смысле уходит из-под ног, угрожая обрушением построек. Специалисты районной и местной администрации оперативно выехали на место ЧП для фиксации ущерба и оценки масштабов бедствия. Из-за разгула стихии на всей территории муниципалитета введен режим повышенной готовности. Экстренные службы круглосуточно мониторят паводковую ситуацию, следят за уровнем воды в реках и контролируют другие потенциально опасные зоны региона.